shade. Oh, your heat behind. Oh, your mask of lies. Привет всем райдерам и просто людям, которых заинтересовало данное видео. Сегодня я хотел бы рассказать вам об истории возникновения и развития BMX спорта. И да, не забудь подписаться на мой канал и заранее поставить лайк, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. А я желаю тебе приятного просмотра, присаживайся поудобнее, ну а мы начинаем. BMX, от английского Bicycle Motocross, зародился в Калифорнии, в США в 70-х годах. Дети мотокроссеров часто зависали на кроссовых трассах, где проводили время их отцы и старшие братья, и где это было возможно, тоже обкатывали эти трассы на своих детских великах. Неудивительно, что BMX рейсинг, то есть гонки на таких трассах на маленьких велосипедах, стал первой BMX дисциплиной. В 1977 году стали массово организовываться BMX рейсинг мероприятия, но они зачастую были плохо организованы. Вслед за этим появился BMX Dirt, еще одна дисциплина, которая предусматривает выполнение всяческих трюков на земляных трамплинах, часто расположенных в серии друг за другом. Кстати, Dirt переводится с английского как «грязь». И в отличие от рейсинга, производным от которого он является, суть дёрт-джампинга состоит не в скорости преодоления трассы, а в демонстрации трюков. То есть прыжок должен быть максимально амплитудным, ну а трюк оригинальным и сложным. На улице такой велосипед сначала рассматривался просто как маленький велосипед, не предназначенный ни для каких трюков. На нем ездили дети, например, в школу. Потом стали изобретаться различные трюки, например, банни-хоп использовался для запрыгивания на бордюр, чтобы не тратить время на остановку и аккуратный переезд бордюра. Далее уже пошли скольжения на пегах по перилам, граням и прочие уличные фишки. Не только дети серьезно увлекались BMX-ом, и впоследствии велик стал использоваться для выполнения трюков. В массы также вливался BMX Flatland, выполнение трюков на велике на ровной плоскости, чем-то похожий на танец, когда райдер и велосипед сливаются в единый организм. Flatland очень смахивает на цирковое искусство. Популярным стал и BMX Vert, еще одно направление, как и Flatland, ставящий задачу привлечь внимание людей, собирая сначала площадки, а потом и стадионы зрителей и фанатов данного спорта. Верт – это рамповое катание, то есть катание в сооружении, напоминающем половину трубы, а также в квотерпайпе, от английского quarter pipe, то есть четверть трубы, уже активно использовавшихся скейтбордистами и роллерами. Райдер набирает амплитуду и вылетает из рампы, и, находясь в полете над стенкой рампы, выполняет различные по сложности трюки, то есть, например, отпускание рук и ног, сальто, вращение, прокруты руля и рамы вокруг руля. Не будем сейчас подробно вдаваться в названия и нюансы трюков. Все эти направления можно объединить в одно собирательное понятие BMX Freestyle, с английского как «свободный стиль». То есть, в общем, смысл катания с выполнением трюков – нестандартный подход к катанию. Трюки придумываются райдером, и он решает, что и в какой последовательности ему выполнять. Райдер выбирает свой стиль, то есть манеру езды, любимые фигуры и так далее. Это отличает BMX от других видов традиционного спорта с жестко регламентированными правилами, лимитом времени или баллов. BMX включен в программу летних Олимпийских игр с 2008 года. Это важный исторический факт, и о нем, конечно же, я должен вам сказать. Также в 2008 году набирает популярность и становится модным стрит. Теперь в летних X Games выделена еще одна BMX дисциплина, помимо парка и верта, это BMX Street, и начали они проходить с 2008 года. Сейчас мы живем во время широко развитых средств доступа к информации. Прежде всего, все эти веб-ресурсы позволяют нам узнать о новинках велоиндустрии, кто за что катает, кто что произвел, где катаются и проводят соревнования, кто чем живет в различных уголках мира. BMX развивается большими темпами и постоянно во всем мире, в том числе и в нашей стране. Катайте в свое удовольствие, прогрессируйте, развивайтесь и не забывайте про то, как все начиналось. А с вами был Роджер Кеннеди. Не забудь оформить подписку, поставить лайк и написать в комментарии, понравилось ли тебе данное видео или нет. А я не прощаюсь, а говорю до встречи. На заключительных аккордах мой космос падает на землю, станет чужой игрой. Давай на миг предположим, что рано или поздно волна чувств станет пустотой. На заключительных